Очень многие думают еще в прошлом, где они помнят именно низкую ставку, где они получали кредит там под 1%, под 1,5%. То есть первый плюс больших процентных ставок, что вы можете дешевле купить этот объект. И когда вы выставляете на рынок, у вас проходит месяц, второй месяц, третий месяц, вы видите, продажи не происходит, и тем самым вы начинаете потихонечку снижать вашу ставку или же вашу цену продажи. Решает не прогноз, а сценарий расчета. Я как специалист могу сказать то, что ни у кого нет вот этого стеклянного шара, где ты можешь конкретно сказать то, что через год ставки упадут, ждите год. Прогнозы это не равно гарантии. И снова здравствуйте. Сегодня у нас будет очень интересный выпуск, и что нас очень сильно порадовало, что мы получили очень много классных запросов, очень много комментариев и очень много вопросов. Мы всегда рады ответить очень детально на все ваши конкретные вопросы. Начнем. Привет! Супер, что ты согласился, нашел время сегодня, и что у нас есть возможность ответить не спеша на все поставленные вопросы. Поехали. Первый вопрос. Перед поиском недвижимости стоит ли проверить свою финансовую возможность? На что сегодня обратить внимание при планировании финансирования? На самые дешевые процентные ставки, на общую конфигурацию? Что ты посоветуешь? На самом деле сейчас нужно учитывать то, что рынок очень сильно поменялся, потому что очень многие сравнивают тот же самый Европейский банк с его лайцензом и предполагают, что это то же самое, что и Бауценз. Но, к сожалению, это не так, потому что это абсолютно разные вещи. Конечно же, они влияют в соответствии друг с другом какую-то роль, но здесь нужно учитывать то, что если мы говорим про ипотечную, именно про ипотечную фиксацию процента, то здесь играют и другие вещи большую роль, да, то есть это в первую очередь инфляция, это также зависимости состояния от объекта, само состояние клиента, да, насколько он платежеспособный и так далее. То есть здесь куча факторов, которые нужно учитывать. И, к сожалению, я замечаю, что очень многие еще не согласились с этим новшеством, скажем так, да, потому что очень многие думают еще в прошлом, да, где они помнят именно низкую ставку, где они получали кредит там под 1%, под 1,5%, но, к сожалению, это рынок сейчас на данный момент не дает, и поэтому очень важно уже сейчас посмотреть, что будет дальше, если у кого-то финансирование заканчивается, или же если кто-то планирует в дальнейшем что-то покупать, что он может сделать, ну и так далее, да, то есть это мы можем разобрать. Супер. В сегодняшней передаче мы разберем два примера. Первый пример, и выведем, да, просчет этого примера нашего клиента, который купил под Гамбургом просто небольшой отдельно стоящий дом, и даже сравним, да, как бы это выглядело, если бы клиент покупал 3-4 года назад, когда проценты был 1 или до 2%, да, годовых, и сейчас, скажем так, среднестатистически возьмем даже 4% годовых, это то, что реально при правильном планировании, при правильной комбинации подобрать. И второй пример – это где клиент покупает как вид инвестиции для того, чтобы оптимизировать свою налоговую базу, и что позволяет ему в такой же сумме купить только новую двухкомнатную квартиру, которая построена по супер последним экономичным стандартам. И с каждым нашим вопросом мы будем потихонечку продвигаться, да, и сравнивать. Первый такой классный вопрос. Так все-таки Leitzins равно Bautzins, потому что многие люди в медиа услышали, ребята, цинзы супер подорожали, опять на 0,25, это значит, сейчас кредитные процентные ставки автоматически поднялись. Миф это или реальность, да, и на что обратить внимание, и как можно оптимировать, да, с помощью других программ эту процентную ставку? То есть, если мы говорим про Leitzins, то на данный момент, да, это на самом деле так, то есть он поднялся на 0,25, сейчас у него 2%, то есть 2,40%. Все, что касается финансирования, то очень многие говорят, что оно подорожало, ну, на самом деле оно так и есть, да, потому что как я уже озвучил, то есть здесь играют дополнительные факторы, то есть вот эти вот 2,40, это не обозначает, что я по 2,40 получу свое финансирование, да, потому что здесь играет много факторов, то есть это, как я уже озвучил, это в первую очередь политика самого банка, да, потому что она у банков очень сильно отличается. Также сама история клиента, да, то есть его платежеспособность, ну и, конечно же, дополнительные вещи, как Beleihungsauslauf или же в каком состоянии недвижимость и так далее, да, то есть на самом деле ставки растут, и поэтому именно сейчас стоит уже задуматься,
за свое будущее, то есть что я буду делать, да, то есть если я планирую, как я могу это правильно распланировать, с какими, так скажем, возможностями, да, то есть сделать сейчас уже какой-то запрос, чтобы посмотреть, что я могу себе позволить, или же если у меня есть какой-то определенный план, когда я хочу стартануть с покупкой недвижимости, то есть уже сделать для себя сейчас стратегию, да, то есть сделать несколько расчетов и посмотреть, что же мне больше подходит в моей ситуации. Ну и, конечно же, для тех людей, у которых уже есть финансирование, да, то есть там, допустим, заканчивается через 3-4 года, какие есть возможности, и опять же, если мы говорим про те процентные ставки, которые были раньше, там, допустим, возьмем 2020-2021 год, да, где можно было сделать финансирование под 1,89, то есть это были реальные цифры. Но очень многие люди, которые тогда себе не забронировали вот эту вот ставку на 20 лет, а только на 10, да, то есть как бы у них сейчас, скажем так, могут возникнуть очень большие проблемы, да, потому что им осталось до окончания срока там 3-4 года или 5 лет, и тем самым им нужно уже сейчас думать, что им правильно сделать для того, чтобы потом не было чревато. Мы к этому вопросу подойдем по порядку. Давай начнем сначала. То есть вне зависимости от того, что процентные ставки действительно подросли, Лейтцинс действительно подрос, сейчас финансирование стало невозможным, оно стало, ну, как мы скажем, Оно другим стало. оно стало Да. другим, стало более, концепция должна быть более грамотная. Да? Если мы будем прослеживать линию, которую мы заложили, то есть старый объект, какие плюсы и минусы, если ставки подросли, новый объект, какие плюсы и минусы, если ставки подросли, но это новый объект, который попадает под различные программы, да? Допустим, КФЕ, где независимо от того, что ставки подросли, КФЕ даже немножко сейчас упал, да? То есть за 2,5 можно 150 тысяч из суммы взять. Так к этому подойдем. Давай начнем со старого жилья. Очень классный пример мы привели, да, что если раньше бы мы купили за 300 тысяч, когда ставки были супер-супер маленькие, за 300 тысяч ты уже не мог найти даже под Гамбургом какой-нибудь старенький Райнхаус. Это было практически невозможно. Первый плюс, который мы прослеживаем сегодня в бэушной недвижимости, это тот, что когда процентные ставки подросли, если мы возьмем за пример 300 тысяч, где раньше мы заплатили бы 2% цинзен, 2% тильгон, это месячный платеж составлял где-то 1000 евро. Сегодня за такие же 300 тысяч, из-за того, что, скажем, мы согласились друг с другом, что за 4% в совокупности разных программ, да, мы получим процентную ставку, либо с оптимизацией собственного капитала, это реально получить еще процентную ставку, если правильно подать, при правильной аргументации, правильной программы и так далее, да, то это уже 1500, да, которые нам стоит это же самое финансирование. Но раньше за 300 тысяч мы не могли даже найти уже 2,5 комнаты, старый жилой фонд квартиры. Сейчас за 300 тысяч можно найти достаточно достойные объекты. То есть первый плюс, как только процентная ставка идет вверх, инфляция идет вверх, да, процентные ставки идут вверх, возможность многих людей инвестировать в большие объекты падает, и таким образом клиенты, которые продают свои объекты, допустим, свой старый жилищный фонд, и у многих они унаследованы, у многих они уже выплачены. Если сказать коротко, падает нахфрага, то есть возможность людей, и таким образом падает и цена на старый жилищный фонд. То есть первый плюс больших процентных ставок, что вы можете дешевле купить этот объект. Ты со мной согласен? Да, абсолютно согласен, потому что я приводил уже год назад такой пример, когда вот как раз пошло вот это поднятие банковского процента, потому что, предположим, вы живете где-то на окраине Гамбурга, на одной улице, ваш сосед продает свою недвижимость, да, то есть дом такого же возраста, как и ваш. Единственная разница в том, что этот человек делал постоянно какую-то модернизацию, как-то там окна менял, может, утеплял и так далее, и выставил этот дом, скажем так, за 500 тысяч евро. Да? То есть реальная цена, которую можно было найти везде как бы на свободном рынке. Вы как сосед увидели то, что этот дом ушел, грубо говоря, очень быстро, и планируете тоже продать свой дом. То есть вы посмотрели, он продал за 500, почему бы и мне не продать за 500, потому что он такого же года. Единственное, что в этом случае продавцы не учитывают, то что за счет того, что там происходили модернизации, его объект намного
лучше стоял по Beleihungsauslaufu, то есть у него было больше стоимости самого объекта по сравнению с вашим. И когда вы выставляете на рынок, у вас проходит месяц, второй месяц, третий месяц, вы видите то, что покупка, вернее, продажа не происходит, и тем самым вы начинаете потихонечку снижать вашу ставку или же вашу цену продажи. И это как раз сейчас очень сильно заметно, то есть те объекты, которые, допустим, не в самом лучшем состоянии, то что они падают очень сильно в цене, и как раз сейчас можно купить такие объекты, которые стоили там по 500, по 400, можно купить дешевле, потому что банковский процент за счет того, что он вырос, уже не каждый себе может позволить этого, это первый фактор, и второе, то что банки начинают уже смотреть досконально, да, то есть не только самого человека, его бонитет, но и сами объекты, то есть намного строже все стало за счет вот этой вот ценовой политики. Давай немножко разложим, опять же, плюсы и минусы. То есть какой плюс? Человек, который раньше не мог себе позволить купить дом, потому что он был слишком дорог, да? То есть слишком дорогой. Когда цинцин были маленькие, мы видели, что даже в пригороде Гамбурга уже дома были 500, 600, 700 тысяч, даже старенькие. Да? То есть сейчас при покупке объекта первое, что мы можем купить дешевле. Второе, что если мы продаем объект, ну или покупаем, да, вот слово, которое ты классно использовал, Beleihungsauslauf, хотела правильно сказать. Да, Beleihungsauslauf, многие даже не знают, что это такое. Это означает, что банк оценивает этот объект не только по тем критериям, когда он был построен, да, и насколько он большой, да, ты привел очень классный пример, двое соседей, один все время модернизировал, что-то улучшал, что-то делал, и благодаря этому объект рос в цене. Либо мы очень часто приводим пример, где клиент может купить старый объект очень дешево, взять очень дешевый кредит на его реновацию, на его улучшение, и даже в некоторых случаях до 70%, в некоторых случаях до 70% за эти улучшения этого объекта получить из своего капитала назад именно, ну, как в денежной массе. Это возможно, да, поэтому еще раз возвращаемся. Первый плюс — это то, что при покупке сегодня старых объектов можем купить их дешевле, потому что нафрага меньше стала. И второй плюс, что мы можем потом скомбинировать с различными программами по реновации, ремонту, либо улучшению энергостандарта, да, с помощью Solaranlage или Wärmelüftpumpe или PV-Anlage. Да. В прошлой передаче мы даже выучили разницу, да, в чем разница Solaranlage, PV-Anlage и, ну, что можно получить от государства при ремонте. То есть, несмотря на то, что процентные ставки выросли, мы можем подобрать для нас хороший объект для своего жилья, либо для сдачи в аренду, где месячный платеж все равно останется более комфортным для нас или достаточно комфортным для нас по сравнению, если мы этот объект дальше будем снимать, да, к примеру, да, потому что аренды очень-очень сильно подросли. Следующий вопрос. Никто не знает будущую ставку точно. Решает не прогноз, а сценарий расчета. На самом деле, скажем так, я как специалист могу сказать то, что ни у кого нету вот этого стеклянного шара, где ты можешь конкретно сказать то, что там через год ставки упадут, ждите год, да, то есть прогнозы это не равно гарантии, поэтому в этом случае всегда я считаю, что правильно подходить именно со стратегией, да, то есть сейчас на самом деле не столько играет сама банковская ставка, сколько сама стратегия. И если эту стратегию правильно преподнести, то есть разработать конкретно стратегический план, как вы себе это представляете, то есть как вы будете оплачивать, как у вас будет выглядеть потом с Anschlussfinanzierung, то есть при фазе перефинансирования, то тогда с банками намного легче и приятнее разговаривать, чем если мы смотрим на самом деле ставку и сколько я плачу в месяц. Да? Поэтому такой вот правильный анализ я рекомендую каждому на самом деле сделать и подойти здесь именно со стороны стратегии. В дальнейших вопросах мы разберем более тщательно, да, какие инструменты помогают нам перестраховаться в будущем, да, то есть зафиксировать свою процентную ставку. На сегодняшний момент от 0,95 до 2,45 можно с первого дня зафиксировать, да, и мы разберем несколько примеров, где, допустим, у клиента есть время. Что значит есть время? Это означает, у него перефинансирование или
или запланированная покупка стоит хотя бы через год и 2 месяца, то есть год и 2 месяца, или, скажем, там год и 3 месяца нам достаточно, чтобы подготовиться и определенную сумму взять супер дешево, да, супер дешевых денег. Либо мы даже разберем пример, где у клиента совсем нет времени, ему надо уже сегодня брать, но для него очень важно вот эта гарантированная стратегия, где также те же самые Бауш-Паркассен дают нам возможность профинансироваться на 20-25 лет, где клиент видит первая фаза, ну, из-за того, что он берет большую часть от суммы, допустим, 90%, что у него первая фаза все равно где-то по 3,75, но банк говорит, почему не 4, не 4,5, да? Потому что банк уже гарантировано, что у тебя подписана вторая фаза, то есть у тебя кредит на 20 или 25 лет, где уже банк видит, что вторая фаза сделана под 1,75, то есть у банка нет риска, а что же будет у тебя через 10 лет, да? То есть как ты будешь через 10 лет перефинансировать свой кредит. И многие не знают, что бывают такие констелляции, да, где можно с сегодняшнего дня на весь свой Laufzeit сделать в одном договоре, прям с одной и той же месячным платежом, но с разными ставками. Да? Многие думают, что есть только один вариант. Зафиксировал процентную ставку, допустим, 3,75 на 20 лет, не всегда целесообразно, вдруг будет меньше. Да, можно, конечно, любой кредит мы выучили перефинансировать через 10 лет, но тем не менее следующие 10 лет под 1,75 как-то уже интереснее, как гарантированная процентная ставка в этом договоре. Мы это сегодня очень подробно разберем. Да? Ты затронула на самом деле очень хорошую тему, потому что если мы говорим про финансирование или же аншлюсфинансирование, то есть перефинансирование своего кредита, то здесь нужно учитывать, что, опять же, есть критические моменты, допустим, вот как у моего клиента недавно, ему 60 лет, да, то есть до пенсии осталось 7 лет, и задолженность еще 200 тысяч в собственном доме. И если прийти к нормальному банку, то банк будет тебе задирать именно погашение тела кредита настолько, что как бы здесь сама месячная ставка может быть очень большая. И в этом случае вот все, что касается, допустим, возраста уже после 55 лет, таких людей очень сложно перефинансировать, или же банки задирают очень большую ставку по погашению тела кредита, и финансирование становится практически невозможным. И здесь вот как раз очень большую роль играет Бауш-Паркасса, да, потому что здесь есть возможности до 85 лет все равно получить финансирование. И опять же, с гарантированной ставкой, как ты уже сказала. И у моего клиента, допустим, мы сейчас делаем перефинансирование, он платит первые 10 лет 3,75, но через 10 лет он уже будет получать эти деньги под 0,95. И что очень важно, что за весь вот этот период времени, без разницы, первые 10 лет или же вот полностью все 20 лет, у него ставка одинаковая, то есть он будет платить 1200 евро. Не ставка, а месячный платеж. Да, месячный то есть, платеж. грубо говоря, у тебя сейчас был последний пример, где даже не 1,75, а у клиента при умфинансировании, допустим, 55 лет, ему дали умфинансирование на 20 лет. 60 лет, да, ему дали умфинансирование на 20 лет, но он знает, окей, я буду 1200 платить дальше, да, потому что если бы ему надо было бы намного быстрее выплачивать, допустим, за 10 лет, то ему надо было бы платить 2400, и это уже не совсем комфортная сумма для этого человека, а 1200 за свой дом – это комфортная сумма для этой семьи в 60 лет. Но банк уже сейчас говорит, с 60 до 70 лет ты будешь платить 1200, у тебя цинзы внутри 3,7, остальное – это тело кредита, но от сегодняшнего момента, от 70 лет, следующая фаза у тебя все же под 0,95, да, что очень комфортно. Это вообще очень интересно, и многие не знают, что такая комбинация возможна, да, потому что многие люди путают эти продукты как вид накопления, а здесь этот продукт идет не как вид накопления, а как констелляция, да, потому что часть из сегодняшнего платежа у него уходит внутри в Бауш-Паркассе, это уже в самом кредите. В чем еще на самом деле изюминка, допустим, у того же самого Бауш-Паркасса, что после того, как у нас идет уже не аншпарфаза, а когда мы получаем полностью всю сумму и возвращаем ее обратно, что у нас нету так называемого Vorfälligkeitsentschädigung, да, то есть это очень важный фактор, потому что если человек раньше времени хочет погасить свой кредит, то очень часто, если это происходит до срока там 10 лет, то есть еще не закончилось, и он хочет его погасить, то ему придется платить Vorfälligkeitsentschädigung. В этом случае, если у него Бауш-Паркассе и у него уже аншпарфаза произошла, то есть он может ее делать или же через Sondertilgung, или гасить полностью, да, то есть здесь у него в этом очень большое преимущество.